В одном из старых видеороликов мы надували различные предметы без остановки. Короче, до тех пор, пока они не взорвутся. Мы надували матрас, мячик, шарик. Самое мощное это была, конечно, лодка. Она взорвалась так взорвалась. Мы полазили в интернете и нашли несколько больших предметов, которые можно надуть и взорвать. Надувной диван, банан, на котором плавают, воздушный домкрат, который может при помощи себя поднять целую машину весом 4 тонны. И мы его сегодня взорвем. Также мы взяли маленькую надувную горку. Ну и так как этот эксперимент на 100 тысяч подписчиков, мы решили взять еще одну очень масштабную горку, на которую мы уже потратим порядка 100 тысяч рублей. Я думаю, вы понимаете, какого масштаба будет эта горка. Такого предмета мы еще точно не надували. О, господи. Сейчас я возьму мощный компрессор, чтобы накачать наш воздушный парк. А для надувания нашего воздушного парка мы возьмем 40 кислородных баллонов. Так, похоже, мы приехали за батутом. Вот это тут где-то это место. Вот они наши деньги. Костя, батут у вас? Да. Так, вот это батут, да? Вот это батут, да. 70 тысяч, да? Да. Так, пожалуйста. Ну мы пока тогда грузчиков позовем. Хорошо. Алло, здравствуйте, грузчики. А можно 3 человека? Алло, а вы где? Ага, мы вас ждем. Угу. Да, там что-то там такое. Угу. Да, все ждем. Вы увидите нас. 3. Загрузили батут. Ну все, спасибо большое. До свидания. Пойдем быстрее в машину, очень холодно. Так как эксперимент очень масштабный, и нам придется надувать парк, он огромный, и скорее всего это будет происходить очень долго, и нам нужно очень серьезно подойти к подготовке. Сейчас нам нужно выбрать то, при помощи чего мы все это будем надувать. У нас есть выбор, это... Нет, Леха, насосом мы это точно делать не будем. У нас есть воздуходувка, компрессор, ну и вот, собственно, баллон. Он, как мне кажется, он самый мощный. Так, каждый держит по одному шарику. Я боюсь. Так, я готов! Я нет еще. На счет 3! Начинаем! Раз! Два! 3! Я это слышал даже в наушниках. Мы не берем компрессор, чтобы вы понимали. Какой мы можем подвести итог? Компрессор дерьмо, воздуходувка достаточно быстро надувает, но вот это надувает настолько быстро, что шарик разорвало до того, как он надулся. Мы, очевидно, берем баллоны и будем надувать при помощи них. Так, первый предмет, который мы сейчас надуем и лопнем, это у нас такой вот диван. Короче, не знаю, на что способен этот матрас. Вообще, получится ли у нас его лопнуть, как он раздуется, как громко он бахнет. Я не знаю, но мы постараемся это узнать. Что если его прям так надувать? Чтобы накачать данный матрас или диван, нужно сюда вставить шланги, которые будут подключены к нашему баллону. Так как в этом матрасе или диване целых 3 баллона, которые нужно накачать, поэтому нам нужно целых 3 шланга подсоединить. Такая вот сложная система. Раз, два, 3! Это страшно. Так, все, давайте ставить. Диван вообще удобный. Мне страшно. Представляешь, что сзади это практически взрыв подушки безопасности. Не, вы так не понимаете, что нам сейчас жопа? Страшно! Твою мать! Почему диван убежал? Его нигде прячет! Это было неожиданно! Честно сказать, от взрыва дивана мы ожидали гораздо большего. Следующий предмет. Это вот такая горка.
Все, давайте раздувать. Чё, включаем? Включаем. О! Эта штука увеличилась уже в несколько раз в размерах, и, по-моему, это не должно быть так. Это было смешно. Я хотел проверить упругость, не успел. Она не катается. Лёх, может, хватит, вроде упруга. Это было неожиданно. Кататься стало лучше. Я думаю, через 10 секунд он взорвется. Все, что сейчас происходит, чтобы вы понимали, это разогрев. Диван и эта горка, они сделаны из такого не особо плотного материала, который просто, грубо говоря, делает вот так. Но следующие предметы будут очень сильно схожи по материалу с лодкой. А лодка в прошлый раз взорвалась очень сильно. И следующий предмет, который мы взорвем воздухом, это машина! Нет, конечно. Домкрат. По идее, вот эта вот маленькая штучка сейчас с легкостью приподнимет нашу машину. Давайте посмотрим. Для того, чтобы полностью ощутить на себе эффект взрыва надувного домкрата, мы с ребятами решили в этот момент находиться в машине. Я надеюсь, мы останемся живы. Мы готовы. Страшно! А может, наушники надеть? А давайте мы выключим. Не выключай! Интересно, как он выглядит. Твою мать! Вы не представляете, насколько там страшно стало. Что не последствия? Аж зазвенел металл. Кому-то гранату закинули. Следующий предмет, который мы надуем, это банан. Это штука, на которой катаются по воде. На ней ездят люди. И сегодня не исключение. Все готовы? Надуваем! Как вы не готовы? Оно взорвется! Оно же взорвется! Я не знаю, что будет у нас сейчас, когда мы будем надувать парк. Безумно интересно, какой там будет взрыв. Все-таки это огромная штука. Но есть, конечно, вероятность того, что он просто пукнет. Потому что, по сути, материал там плюс-минус похожий. И, соответственно, и давление, которое выдерживает парк и банан, примерно, наверное, одинаковый. Наверное, я не знаю. В любом случае, нам предстоит это узнать. Но самое главное, что мы это делаем в ангаре. Я не совсем понимаю, как это повлияет на помещение. Вдруг здесь все взорвется. Ходячая ракета. Капец, какой большой батут мы взяли. Блин, на самом деле, он немножечко БУ, потому что мы его взяли с рук.
Мы его взяли в парке, который закрылся. Нам сейчас нужно будет везде пробежаться, каждый шов, посмотреть, все ли целое, нет ли дырок. Потому что если будет хоть одна дырка, не получится вот такой вот огромный бум. Итак, мы залатали наш батут. Теперь мы можем его накачать и попрыгать на нем. Это специальные штуки прям для накачивания этих парков. Я предлагаю сейчас всем залезть на него в тот момент, когда он накачивает. Вовнутрь, наверное, прям залезем. Здорово. Тут тесно. Еще одна дырка где? Пока что это выглядит так, как будто эта штука с нами не сможет подняться. Почему я сверху вообще все вон там? Все, баланс падает. Ребят, что за фигня? Красивый. На самом деле со стороны, наверное, выглядит все как максимальная вакханалия. Я родился. Мне кажется, наша команда — это те люди, которые, типа, их просто и выдернули в какой-то момент во взрослую жизнь, и они не успели повеселиться, и вот сейчас они, типа, отрываются. Смотрите, сейчас я должен буду очень быстро пробежать отсюда через коридор и спуститься вот там. Вот тот чувак — это финиш. Мы сейчас надули батут полностью. Как вы видите, он достаточно упругий. И теперь нам нужно сделать следующее. Залезть внутрь надутого батута и подрезать там все перегородки, чтобы он мог раздуваться сильнее. Зайду туда. Маленький шаг для человека, но большой для нашего эксперимента. Первый пошел. Пространство стало намного больше. Зачем вот так делать перегородки, вот эти комнаты? Тут, в принципе, все легко. Почти готово. Но только одна. И уши закладывать здесь, похоже, очень сильное давление. Никогда не думал, что я буду находиться когда-то внутри воздушного парка. Это как большая палатка. Вообще интересно тут находиться. Я боюсь, что мы каким-то образом сломаем батут, и он будет совсем не такой, как нам надо. Воу! Воу! Смотрите, просто какие тут пещеры и коридоры. Смотрите, как красиво. Воу! Разрывает! Это так масштабно выглядит просто. А тут уже ничего и нет. Пацаны, я нашел чей-то носок или трусы, что это? Но мы же говорили, что купили этот батут у людей, которые уже им пользовались. Кто знает, что они здесь сделали? Я уже не знаю, что делать, я просто хожу и офигеваю с того, что я внутри батута. Ты удивишься, как он выглядит сейчас. Охренеть! Жесть. Не забывайте, что это опасно. Воу! Пацаны залезли! Этого они И самое главное, знаете, я скажу всегда ту вещь, которая действительно актуальна. Кроме как у нас на канале, в нашем ангаре, вы не увидите ничего подобного никогда в своей жизни. Поэтому обязательно подписывайтесь и ускоряйте публикацию следующих видеороликов на 100 тысяч подписчиков и на 1 000 000. Безумно интересно, что же все-таки произойдет, когда он взорвется. Это будет просто огроменный шар. На самом деле взрывать эту штуку реально жестко страшно. Потому что вообще непонятно, как она взорвется. Так, Итак, ребят, батут готов к тому, чтобы мы его лопнули. И мы, в принципе, тоже к этому готовы. У нас, смотрите, вон то все
это баллоны кислорода. До этого каждый предмет, который мы надували при помощи всего лишь одного баллона. Тут же их порядка 30. Они будут надувать очень быстро, поэтому взрыв, скорее всего, произойдет очень быстро. Мне очень страшно. Страшно за наш ангар и страшно за то, что будет вообще в принципе. Это то же самое, что с пеной, да? Мы не ожидаем, встали на улице, а нас снесло пеной. Мы тут не ожидаем, а нас несет воздухом просто всех. Что, все готовы? Да! Серьезно, блин, страшно же. Так, это может произойти мгновенно, вы же понимаете, да? Да. Раз. Страшно. Два. Вообще капец страшно. 3. Поехали. Насколько сейчас мощный взрыв может произойти? И я не знаю, почему нам так все время везет, и взрыв все время происходит в нашу сторону. Как это произошло эпично, это было так быстро. Я не успел даже понять, что он взорвался. Я так охреневал, когда там просто было... Я вообще испугался, типа открываю, а я еще третий не открываю. Все бегут, а мне такой ладно, быстрее, третий откручиваю, блин, и все, убегаю. По-моему, это один из самых быстрых экспериментов, которые мы когда-либо проводили. Сколько было сомнений на самом деле до этого момента. Все думали, да не взорвется 100%, да он взорвется, снесет ангар, да он так слегка пукнет. Но он прям взорвался как надо, по-моему. Ну что, ребят, я считаю, было достаточно круто, эпично. Если вы любите взрывы, Мы обязательно взорвем любую, что вы хотите. обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Ну и, как говорится, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!